В тюрьме строгого режима «Черный орел» доживал свои последние дни, заключенный по прозвищу Серый. Диагноз – рак терминальной стадии. Врачи дали ему не больше месяца. Грей не был жестоким преступником. Все началось с самообороны, он защищал жену от пьяного соседа, но удар оказался смертельным. Суд не поверил, что это был несчастный случай, и мужчину приговорили к 12 годам лишения свободы. Жена ушла от него через год, родители умерли, не дождавшись его освобождения. Единственным живым существом, которое его помнило, была собака по кличке Рекс, немецкая овчарка, которую Грей подобрал бездомным щенком. Перед смертью он умолял охранника: «Пусть приведут ко мне Рекса хоть один раз. Я хочу попрощаться». Начальник тюрьмы, суровый человек с 20-летним стажем, неожиданно сжалился. Он знал, что Грей вел себя тихо, помогал в тюремной библиотеке и даже спас охранника во время беспорядков. Разрешение было получено. В день встречи Рекса привезли волонтеры. Собаке было уже 10 лет, очень преклонный возраст для чабана. Когда дверь камеры открылась, все замерли. Но вместо радостного воссоединения произошло нечто странное. Рекс, обычно дружелюбный и послушный, ощетинился, зарычал и не узнал своего хозяина. Грей осторожно протянул руку, но пес отпрянул, как от чужого человека. «Рекс, это я». Голос мужчины дрожал. Но собака только скулила, прикрываясь волонтером. Объяснение охранник, наблюдавший за этой сценой, нахмурился. Он знал одно: собаки не забывают своих людей. Значит, причина должна быть в чем-то другом. «Когда вы в последний раз видели собаку?» — спросил он. Грей опустил голову. 4 года назад. Жена тогда еще писала, что он жив. Доброволец побледнел. Мы забрали Рекса из приюта. 6 месяцев назад. Его хозяйка, твоя бывшая жена, сдала его, сказав, что его хозяин умер. Грей сжал кулаки. Значит, она даже не сказала собаке правду. Чудо, все считали, что встреча провалилась. Но потом Рекс медленно подошел к Грею, обнюхал его руки, затем лицо. И вдруг он вздрогнул. В его глазах мелькнуло узнавание. Собака отчаянно скулила, прижимаясь мордой к груди мужчины, словно пытаясь сказать: «Прости меня, я сначала не понял. Ты так изменился». Грей обнял его, и по его лицу текли слезы. «Он вспомнил», — прошептал охранник. Последний дар 2 дня спустя Грей умер. Но перед смертью он подписал бумаги Рекса, перевели в программу кинотерапии для работы с заключенными. Теперь пес посещает ту самую тюрьму, где провел свои последние минуты со своим хозяином. Он помогает другим людям за решеткой сохранить свою человечность. А охранники говорят, что всякий раз, когда Рекс проходит мимо камеры 14, той, где жил Грей, он всегда ненадолго останавливается и тихо всхлипывает, как будто здороваюсь. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.